Как судна справляются со штормами, туманами, бомбовыми циклонами. Штормы на море – это мучительные переживания. Возвышающиеся стены воды, гонимые сильным ветром, врезаются в корабль. Сильный шторм может поразить даже самые большие и прочные суда. И они неизбежная часть жизни на воде. Однако шторм – это часть жизни на море или океане. Если корабль находится в океане и у вас плохая погода, капитан не может увернуться от каждого шторма, потому что, как объяснил Пикхарт, корабли обычно находятся в очень плотном графике. Одно только топливо на корабле может составлять десятки тысяч долларов в день, поэтому 2-3-дневная задержка или отклонение могут стоить больших денег, поэтому они всегда хотят минимизировать это. Большинство современных грузовых кораблей спроектированы так, чтобы выдерживать все, кроме самых суровых погодных условий, и придерживаться графика. Но ураганы – самые сильные и одни из самых опасных штормов в океане, и ни один экипаж не хочет оказаться посреди одного из них. Чтобы избежать ураганов, морякам нужна хорошая информация о погоде. С 1980-х годов обновления погоды приходили на принтеры и факсы прямо на мостике корабля. Грузовые суда США должны иметь на борту навигационный телекс, Navtex, радиоприемник, который принимает среднечастотные радиосигналы и преобразует их в текстовую распечатку. Другая система под названием Витерфакс использует радиоволны более высокой частоты для отправки черно-белых изображений на бортовые факсимильные аппараты. Сегодня капитаны также могут получать карты погоды, спутниковые снимки и другую информацию по электронной почте. Некоторые суда имеют на борту более высокотехнологичные инструменты, такие как бортовые компьютерные системы, которые помогают планировать маршруты на основе прогнозов погоды. Все, что вы можете получить на компьютере дома, вы, вероятно, сможете получить в море через спутниковую связь. Самый опасный корабль во время урагана – пустой. Это потому, что вес груза помогает стабилизировать корабль против волн. Балласт обеспечивает небольшой стабилизирующий вес, когда суда идут пустыми, но этого не всегда достаточно. Это может быть непросто, особенно если у вас нет груза. Когда у судна есть только балластная вода на дне корабля, корабль имеет очень плохой крен. Например, на корабле с 30-градусным креном с одной стороны судно перевалило бы через 30-градусную крену за 3,5 секунды. Экипажу тяжело перекачиваться на судне, но самое ужасное для корабля – это многократные удары корпуса в желоба между волнами. Современные грузовые корабли построены из толстой стали. Но если волны достаточно велики и их удары длятся достаточно долго, удары этих ударов могут развалить корабль на части. Грузовые суда не всегда направляются в ближайший порт, когда приближается ураган, потому что не все порты предлагают одинаковое убежище. Если у вас есть выбор, говорит Хартбергер, вы, очевидно, хотите найти то, что известно как ураганная дыра, которая будет портом с очень хорошей стойкостью и с высокими скалами или горами вокруг гавани, чтобы защититься от ветров. Оказавшись в порту, экипажи ставят корабль на якорь, оставляя якорную цепь провисанием, чтобы волны не порвали цепь. Они также могут включить двигатель корабля, чтобы оказать давление на якорь. После того, как все сделали и встали на якорь, вы больше ничего не можете сделать для защиты судна в ураган. Попасть в неправильный порт может быть опасно. Во время урагана судно может удариться о доки и получить довольно серьезное повреждение. Подобные удары сказываются и на доке, и портовые власти могут приказать судам уйти в ожидании шторма в море. Есть порты, которые настолько опасны, что корабли действительно выходят в море, думая, что им будет безопаснее преодолеть ураган в море, чем в порту. Конечно, лучший план – уплыть от урагана. При современной скорости кораблей это возможно,
и капитаны судн смогут избежать урагана. Но чем позже капитан судна осознает, что необходимо уйти от урагана, тем меньше будет вариантов выбраться оттуда. Когда ураган подбираете слишком близко, иногда возникают проблемы. Если корабль столкнется с ураганом в море, то капитан попытается направиться к той области океана, где будут самые мелкие волны и самые низкие ветры. Низкая сторона или чистая сторона шторма обычно – это сторона, лежащая против часовой стрелки от его переднего края. В условиях шторма выживание корабля зависит от двух вещей – морского пространства и руля. Морское пространство означает, что корабль находится на безопасном расстоянии от всего, в что он может врезаться, например, от береговой линии. Грузовые суда стараются держаться подальше от берега, если им предстоит столкнуться с сильным штормом на море. Если корабль находится на подветренном берегу, а земля находится близко по ветру, шторм может вытолкнуть корабль на сушу и разрушить его. Рулевое управление означает, что корабль движется вперед с достаточной мощностью, чтобы управлять им, а не только волнами и ветром. Корабль должен держать нос, переднюю часть, направленным в волны, чтобы безопасно преодолевать их, поскольку массивная волна, ударяющаяся о борт корабля, может перевернуть судно и потопить его. Ветер и волны будут пытаться повернуть судно, и для столкновения с ними требуется поступательный импульс. Победа в битве с морем зависит от наличия ухоженного корабля, обученной и опытной команды и здоровой дозы удачи.